Всем привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать и показать такую вот замечательную электрическую бритву от компании Philips. Называется она OneBlade. В руках у меня самая дешевая модель из линейки OneBlade. На сайте Philips она стоит 1700 рублей. Сразу забегу вперед, на сайте производителя представлено 5 моделей линейки OneBlade. Они отличаются по большей мере материалами корпуса и временем автономной работы. Само же лезвие бритвы, вот эта вот пластина, оно никак не отличается, что у самой дешевой модели, что у самой дорогой за 6000 рублей. Поэтому, если вы наткнулись на это видео и хотите понять, чем же отличается самая дешевая модель от самой дешевой, то они ничем не отличаются. По сути, у дорогой модели только премиальные материалы корпуса и множество дополнительных насадок. У самой дешевой модели насадки только 2 и время автономной работы чуть пониже. Сейчас я расскажу, что шло в комплекте и спецификации бритвы, а дальше мы уже посмотрим, как непосредственно бритва ведет себя в работе. Итак, в комплекте у нас шло непосредственно сама бритва, лезвие, 2 насадки на 3 и на 1 мм, защитная насадка для транспортировки бритвы и непосредственно комплект зарядки. Итак, что по спецификациям, как я уже говорил раньше, самая дешевая модель и самая дорогая модель по сути ничем не отличаются в плане качества бритья. Как заявляет Philips, что время автономной работы, конкретно модели, которая у меня, у нее 30 минут, тип батареи у нее никель-металл гибридный аккумулятор. У самой же дорогой модели время автономной работы составляет 90 минут и тип аккумулятора у нее литий-ионная. На сайте Philips вот данную модельку, которая у меня, ее можно купить за 1790 рублей. Я же покупал ее в гипермаркете Лента за 1500 рублей. Бритва поддерживает как сухое, так и влажное бритье. На задней стороне бритвы у нас есть значок душа. Сменное лезвие можно легко заменить, просто потянув вверх и обратно вот так вот вставить. Включается моя бритва поворотом нижней части по кругу. Давайте перейдем от пустых слов к делу. Предлагаю заценить, как эта бритва ведет себя в работе. Итак, друзья, показываю, как непосредственно ведет себя в работе данная бритва Philips OneBlade. Я надел насадку на 1 мм, как можете видеть. Давайте попробуем, как бритва бреет с ней. Можете опять оценить размер щетины. Включаем ее. Как слышите, звуки уже идут у нас именно бритья. То есть бритва сбривает волосики. Давайте я сейчас сбрею одну половину и зацените, как было и как стало. Так, выключим. Вот можете заценить бок, где мы не брили, и бок, где мы сбривали. Это, опять же, напомню, насадка на 1 мм. Теперь давайте побреем наголо щетину. Я снял все насадки, можете еще раз заценить, как она выглядит вблизи. Смотрите на необычный формат лезвий. Вот. На самом деле один очень важный момент перед бритьем. А как нужно брить? Брить нужно непосредственно против роста волос. Не по росту, а против роста. Это очень важный момент, на который сам акцентирует внимание производителя. Ну, давайте уже покажу непосредственно в работе. Итак, начнем отсюда. Бреем против роста волос. Как ощущается бритва? Если вам не довелось еще попробовать это, ну, вы присматриваетесь к покупке, описание, знаете, как вот она идет по маслу. Вам не больно. Допустим, если вот вы пользуетесь обычным жилетом и кожа не распаренная, там вы беретесь непосредственно без душа, то на самом деле зачастую бывает больно бриться, кожа не подготовлена. Здесь же я вообще никак не готовился, и мне абсолютно не больно. То есть бритва идет как по маслу, повторяюсь. И это очень прикольное ощущение, особенно когда вы пользуетесь ей первый раз. То есть у вас шок, вы привыкли, что обычно вам немного больно, когда вы бреетесь. Здесь же это кардинально новое ощущение. Давайте так, опять же покажу. Тут я обычно бреюсь, вот, держа вот так вот бритву. Когда перехожу к нижней части, я ее уже переворачиваю и тоже брею. Давайте, чтобы было видно. Против роста волос. Так, давайте поставим на паузу. Вот как видите, она меня не поранила нигде.
Вот. Я сейчас, конечно, побрился не очень аккуратно, так как держу одной рукой камеру, другой бреюсь. Вот. Сейчас я добреюсь и покажу уже финальный результат, что у нас получилось. Так, как видите, я добрился. Зацените качество бритья. Опять же, сейчас ставлю ставочку, как было и как стало. Смотрите здесь. В общем, бритва за свои деньги просто огонь. Что можно сказать в итоге? На самом деле у меня была проблема, я не мог найти себе подходящую бритву, более-менее бюджетные электрические бритвы оставляли мне большое раздражение, жилет мне тоже оставлял раздражение, и конкретно вот эта бритва для меня это просто спасение. Она не дерет кожу, не оставляет раздражения, ей очень приятно бриться, вы не ощущаете болевых ощущений вообще. За 1700 рублей, а даже за 1500 рублей, что купил ее я, это просто бомба. Для тех, кто заинтересовался данной моделькой, конкретно вот эта модель за 1700 рублей, она не продается в таких крупных гипермаркетах электроники, как MVideo или Эльдорадо. Она продается в таких местах, как Окей, Лента, Магнит Семейный, Магнит Косметик и гипермаркет Карусель. Такой небольшой лайфхак: не пытайтесь искать ее в отделе электроники, ищите ее в отделе с бритвами, в косметическом отделе, потому что когда мы пошли искать ее в Ленту, мы не смогли ее найти в отделе электроники и совершенно случайно забрели в косметический отдел с отдел бритвами, и там мы ее как раз таки нашли. В общем, если у вас проблема с раздражением, нет достаточно большого бюджета на хорошие дорогие электрические бритвы, я думаю, это прям идеальное решение для вас. Лично я очень доволен, что нашел эту бритву. Компании Philips прям большой зачет, они молодцы. Всем хорошего бритья, удачи и пока!